Проведу достаточно короткий вариант в плане лекционном по управлению. Это будет фактически следующий уровень, приближенный к тому разу, который я тогда сказал, на тоже большой скорости и в короткое время. И поэтому цель данного управления заключается в том, чтобы суметь в достаточно адаптированных формах, то есть в наиболее простом виде, суметь делать управление, причем так, чтобы управляющие структуры, которые у вас реализованы, то есть вы убедились в эффективности управляющих систем, которые используете, чтобы эти формы вы могли передавать. Поэтому целью, например, сегодняшней лекции является то, чтобы, решая свои конкретные задачи и как бы систематизируя наиболее упрощенные, что ли, но это не значит, что они, например, неэффективны, то есть наиболее упрощенные формы управления вы по возможности, прослушав, например, сегодняшнюю лекцию, применяя по своим задачам, старайтесь сразу закладывать принцип передачи этих технологий. Значит, с точки зрения организации данного принципа управления, я сейчас сразу же скажу о основных, значит, заложенных в сегодняшнюю встречу технологиях, значит, определенных в плане сегодняшней лекции, и это будет управление через выделение принципа организации числа, затем будет у данного сегодняшней лекции управление через выделение звуковой формы, потом цветовой формы и управление посредством слова и просто, вообще говоря, формы информации. То есть такие будут достаточно, причем короткие разряды управляющих технологий. Значит, чтобы производить управление через выделение формы, естественно, наиболее прямая задача стоит сразу в технологии общего управления в том, чтобы выделить сферу макрорегулирования. Она заключается в том, чтобы не допустить именно этой сферы, или, скажем, область информации макрорегулирования. Цель выделения данной области – это обозначить информацию в своем восприятии, значит, которая обеспечивает недопустимость возможной макрокатастрофы и плюс обеспечение системного управляющего развития. Значит, вторая часть – это подразделение всей информации восприятия на определенные элементы для выделения информации собственного управления, которые являются подсистемой более общей задачи. И учитывая, что более общая задача это все-таки является в том числе достаточно необходимой системой для обеспечения собственного управления, например, чтобы в следующую секунду сделать управление или сделать вообще управление в следующем времени или в следующем времени необходимо, во-первых, признак наличия структурированной формы информации на следующее время. Следовательно, обеспечение именно работы со сферой макрорегулирования, вообще говоря, составная часть работы по целевому управлению. Если говорить более, скажем, широко, то в принципе, на самом деле, это взаимосвязанные системы. Поэтому, когда вы, например, работаете с любым управлением, то макрорегулирование это все-таки основа для частного управления, потому что работая с информацией, следует учитывать всю информацию. Следовательно, вы, когда начинаете работу по, скажем так, упрощенной, адаптированной форме, вы должны обязательно сначала, прочувствовать, то есть понять, ощутить или в большей степени даже осознать, то есть через сознание вывести уровень тот, что вы делаете управление достаточно осознанно, достаточно понятно с точки зрения следующего шага. То есть надо иметь такой духовный настрой, что управление, которое вы осуществляете в следующем шаге, оно вам уже сейчас понятно. Это так называемый уровень предуправления, когда вы за счет духовного настроя точно знаете, что следующее управление, оно как бы итерационно заложено в том шаге, в котором вы делаете, например, сейчас, и будущее для вас устойчиво. То есть обеспечение позиции устойчивого будущего в системе управления – это наиболее простая технология в передаче знаний, причем не обязательно упрощенных или адаптированных к различным категориям слушателей. Может быть, это могут быть знания специальные и достаточно усложненные, но именно наличие устойчивого компонента – это достаточно важная составляющая часть управления. Следовательно, сейчас я описал достаточно схематично уровень, который необходимо выделить в своем восприятии. Это значит
обеспечение значит, выделения в первом импульсе восприятия области макрорегулирования, значит, затем обеспечение выделения области значит, управления собственной задачей и обеспечение устойчивости всего процесса управления. Следовательно, как бы пролонгация этого процесса в будущее, то есть выделение, вообще говоря, области будущего в своем восприятии и при этом работа внутри этой области. Если вы работаете с информацией, конечно, будущего, можно выделить область прошлого и работать с информацией прошлого. Значит, в связи с этим, как я сказал, выделение прошлого или будущего – это области, а вот если мы говорим о текущем времени, то это динамическая система, на котором происходит именно уровень, на котором происходит управление, и данная динамическая система, она вот в данной технологии она не выделяется. То есть текущее время является временем, которое вы не фиксируете в виде формы. Поэтому, значит, чтобы опять подвести к тому, чтобы технология была упрощена и более, так скажем, широко распространяема за счет того, что вы с ней практикуете и имеете собственный результат, вам нужно выделить определенные фундаментально структурированные системы, которые обеспечивают вот это условие познания. Поэтому, когда вы это делаете, дальше уже проще, дальше настроившись как бы ситуационно, так как я сказал, вы сможете как бы просто настроившись сразу в своем восприятии выделить первичную область, которая является областью соответствующей макрорегулированию. При этом можно выделить ее в конкретной точке пространства, например, перед собой, перед физическим телом, предположим. И эту область вы можете зафиксировать в виде, скажем так, оптического свечения. Затем, выделив область, скажем, частной задачи, например, это может быть извлечение или управление с широким или узким кругом событий, вы, значит, делаете следующий шаг, что фиксируете эту область, может быть, она даже подвижна, вы, по крайней мере, сначала зафиксировали. И вот область выделения устойчивой структуры, например, будущей конструкции вашего управления, вот здесь я буду говорить именно о том, о чем я сказал по структуре сегодняшней лекции, в первую очередь о числе. То есть выделение числа – это устойчивая форма управления. В данном случае я выделяю число как форму устойчивости, как платформу для управления, и выделение данной формы дает корректность управления, где уже следующая часть является следствием. С точки зрения логики это понятно. В будущем, когда реализуется, например, управление по макрорегулированию и по частной задаче, другие процессы, они являются на самом деле уже следствием по отношению, например, к текущим процессам. То есть текущая компонента времени, она является организующей структурой по отношению к вашему первичному импульсу восприятия. То есть в данном случае я выделяю все-таки первичный импульс восприятия, делаю управление так, чтобы мгновенные системы управления были таковы, чтобы вы реализовывали ту целевую задачу, которую вы, например, в данный момент ставите, по макроуправлению, и при этом в качестве устойчивой системы воспринимали именно известные системы и как бы к ним привязывали всю внешнюю периферию, которая существует в виде задачи управления. И вот выделение в данном случае именно числа, например, 1 заключается в том, что вы можете, вообще говоря, определить таким образом число, что просто имея физический образ числа, в верхней половине определить эту половину соответствующую уровню макрорегулирования, а нижнюю половину рассмотреть как уровень просто-навсего, например, реализации частной задачи, и при этом интенсивность свечения, которую вы воспринимаете, во-первых, дает возможность либо насытить, например, управление, то есть сделать свечение этого числа наиболее активным и в первой половине или в нижней, геометрически, то есть это очень простой способ, но он достаточно эффективен в случае, если какие-то экстремальные ситуации, связанные в большей степени с заболеваниями, когда можно просто-навсего вынести с учетом сказанной мной подоплеки, так скажем, в управлении, значит, число 1 в зону управления, если некий экстремальный уровень по ситуации со здоровьем, и засветить как бы верхнюю часть, соответствующую макрорегулированию, то в нижней части будет очень просто и понятно, в какой орган спуститься и сделать, например, насыщение конкретного органа человека или конкретной точки
соответствующему физическому телу. И также это относится по числу 1, относится к, например, тому, что можно остановить, например, там, возможную неконтролируемую ядерную реакцию примерно по такому же принципу. При этом, как только вы высвечиваете верхнюю часть этого числа, вы можете попасть сразу в структуру, значит, атомной реакции и при этом найти конкретную структуру, например, атома, из-за которой все происходит, и, например, контроль реакции теряется. То есть, в принципе, вот вывод в частную задачу здесь очень упрощен, когда вы ставите структуру будущего в виде устойчивой композиции и выводите эту структуру в виде числа. Затем есть принцип выделения, например, следующего числа. Ну, там, например, 2, 3 и так далее. Наиболее упрощенный вариант управления, когда вы выделяете в событийной системе все числа. При этом принцип достаточно часто бывает прост. Вы просто ставите задачу управления и наблюдаете, какие, во-первых, числа существуют в структуре, то есть они как бы медленно начинают выплывать, по тому же принципу, что верхняя часть соответствует системе макрорегулирования, а нижняя ваша часть на задачи. И те, которые выплыли числа, вы можете просто как бы назначить некую линейку и разместить ближе к себе, и потом дополнить числами, которые у вас есть, ну, как бы еще не использованные, но и числа уже можно закрепить специально и таким образом повлиять на события. То есть, выстроив простой числовой ряд от 0 до 9, можно сделать управление системой и даже отслеживать развитие событий за счет того, что восприятие эти числа, они периодически проявляются, и таким образом вы можете регулировать путем, например, насыщенности цвета. Если брать, предложим, число 9 и насытить его, например, зеленым цветом по отношению, ну, такого диагноза, как сахарный диабет, то идет восстановление организма в большей степени связано с хроническим уровнем сахарного диабета. Если насытить, например, голубым цветом, то это в большей степени относится к острым процессам, которые являются, ну, как бы, следствием самого сахарного диабета. То есть, меняя структуру насыщения числа, вы можете регулировать управление событийной конструкцией. В связи с этим главная часть, которая соответствовала, например, укреплению структуры будущего, вы выделяете в виде простого всего лишь навсего, как бы, расположенного в пространстве от вас, например, и как бы во внешнее пространство, значит, делаете опору на этом числовом ряде, и при этом, как, ну, своеобразно возникает ситуация, что эти числа, они показывают состояние, во-первых, проблем, как бы является индикацией проблемы, во-вторых, управление данным числом дает управление проблемой с учетом того, что там заложена все-таки именно первичная информация по макрообласти и информация по вашей частной задаче. То есть частная задача включена в систему следственную в данном случае. Вам не обязательно ее постоянно вспоминать. Вот здесь вы развиваете структуру духовного управления, и скорость управления увеличивается. То есть если вы не детализируете задачу постоянно, то вы можете привлекать другие структуры управления, кроме логических, и тем самым решать задачу более интенсивно. Поэтому такой принцип управления — это еще и принцип ускорения управления, когда вы выделяете в качестве устойчивой системы именно систему будущих событий и переводите их, например, в числа. Регулируя число, вы имеете увеличение скорости, если просто регулируя за счет насыщения, например, значит, просто, например, интенсивностью свечения, предположим, серебристого свечения. Или если вы меняете цвет, то вы можете управлять как бы следственными структурами событийной системы. Однологике это очень ясно, потому что стоит только сварьировать структуру опорную, вы сразу влияете на весь спектр развивающихся событий. Поэтому выделение опорной структуры это и есть наиболее, ну, такая адаптированная, что ли, простая и наиболее просто передаваемая система управления событиями. Если говорить о том, что, значит, кроме, например, цвета мы можем использовать также и звук, то мы достаточно просто здесь делать управление за счет выбора какой-либо ноты и использования повтора этой ноты, например, несколько раз. Если, ну, для того, чтобы вывести, например, камни из почек, можно использовать, предложим, тоже число 9, но при этом, значит, озвучив, значит, 9 раз одно и то же место конкретно в области, соответствующей данному органу. Поэтому здесь управление заключается в том, что
вы, например, берете и организовываете 9 раз одну и ту же мелодию, как правило, достаточно вначале работать только с интенсивностью управления. Например, разбив звук на 9 градаций, где 9 самый высокий уровень звука, то есть самый просто по интенсивности сильный, то вы можете работать просто с интенсивностью звука. И при этом делать управление, озвучивая, насыщая интенсивностью звука какие-то участки управления. Можно, в принципе, работать просто такими характеристиками, как высокий или низкий звук. Это кому удобнее. Кто, например, больше, предпочитает работать со звуковой формой, может работать с мелодиями, которые соответствуют, например, конкретному числу. Чтобы стабилизировать число в зоне управления, а стабилизация это означает осуществление данного события, можно просто выделить форму мелодии и эту форму использовать как автономный организатор данного числа в этом месте. То есть, выделив, например, число 1, вы можете в эту форму ввести как параметр мелодии и просто-навсего слушать мелодию с этого места. И всего лишь навсего прослушивание мелодии с этого места — это управление событием. То, что касается управления через слова, то существует тоже достаточно простая в этом плане, именно в плане предварительного выделения структур будущих событий, достаточно простая форма управления, связанная с тем, что можно сформулировать, например, цель управления и сделать таким образом, чтобы сфера, в данном случае можно просто выделить не область макрорегулирования, а выделить конкретно в виде светящей сферы в своем восприятии. Эта сфера, она просто-навсего налагается на сферу, которая организуется с помощью слов. А вот сфера, которая организуется с помощью слов, она организуется достаточно просто, то есть вы, например, фразу, которую вы имеете, вы высвечиваете восприятие в виде, предположим, строчки, затем из информации, из материи, соответствующей этой строчке, делаете сферу, просто ее надуваете как шарик и совмещаете со сферой макрорегулирования. И вот центр этих двух, получается, наложенных сфер, это и есть конкретно ваше событие в данном случае. Что вы хотите получить, и вот стабилизация этого центра, уже может быть числом или звуком, дает управляющий эффект. Как правило, именно данный метод, выделение фразы в виде формы, например, сферы, то есть вы замещаете оптически пролонгированный хаотичный луч, который идет от фразы, замещаете просто замкнутой системой. То есть вы просто ищете источник и окончание свечения, делаете замкнутый цикл. А любой замкнутый цикл, он равновесный. С точки зрения логики, вы действительно делаете управление всего лишь навсего простым аналитическим действием. Вы замыкаете первичный и конечный признак одного сигнала, и тогда вы получаете устойчивую форму управления. То есть, если говорить о такой системе управления, то вы можете, вообще говоря, на уровне анализа стараться искать какие-то аналитические системы, и с путем использования этих аналитических систем уже может делать, например, промежуточное управление, которое может быть очень эффективным только потому, что вы получили сопоставительный или прямой анализ, и этот анализ уже дает достаточно много сопоставимых и очень, например, эффективных технологий. Поэтому для обобщенного эффекта управления можно использовать управление с помощью форм. То есть формы, которые содержатся на уровне восприятия, они являются в том числе аналитическими формами. То есть сознание воспринимает как структуры обобщенного анализа, так и структуры, например, более приближенные к первичным уровням информации. То есть если задаться вопросом, как восприятие, вы видите, например, выглядит диктофон и какую он имеет форму, то если выделить эту форму, то задача выделения формы диктофона — это тоже специальная форма. То есть анализ, где это находится, это часть этой формы, поэтому выделение формы всегда должно быть конкретным. То есть если речь идет о событийном управлении, это может быть комбинация форм. Если речь идет об управлении с использованием числа, например, вы выделяете численный ряд событий, то вы можете получить технологию перехода одного числа в другое.
И вот получить эту технологию с помощью формулы. Предложим для экстремально быстрых систем управления переход от единицы, например, к 2, мы можем, в принципе, ввести число 2, происходит с помощью простой формы, такой как треугольник, например, от 5 через сферу. Вот, законы восприятия, они часто функционируют целевым образом так, что вы реализуете какую-то конкретную задачу не очень, например, вам нужно заниматься систематизацией по устойчивым признакам, но если вы зададитесь вопросом, что является несущей, повторяющейся системой в развитии структуры сознания, то здесь достаточно эффективно можно увидеть, что существуют очень жесткие, причем постоянно повторяющиеся системы в структуре реализации управления из вашего сознания. Причем эти структуры, они имеют на уровне восприятия во многих случаях, в определенных случаях постоянно, например, при профилактике макрокатастроф, всегда одно и то же значение. То есть вот, структурирование на уровне собственного восприятия таково, что есть совершенно системные законы, которые всегда одни и те же, причем они одни и те же для всех людей. И если вы, например, находите данный закон, но можете его, например, не обязательно за счет высокой концентрации там полностью проявлять, потому что он проявляется часто многовариантно, но проявляя закон так, чтобы он был всегда функциональным, вы можете, в принципе, создать достаточно эффективное управление, там, например, цветоформами, то есть где совмещено управление формой и цвета, и при этом вы можете делать управление таким образом, чтобы обеспечивать, в общем-то, воспроизводство самой линии будущих событий. Вот следующая задача во всей этой технологии – это уметь, кроме выделения из будущих событий опорной линии, еще обеспечивать за счет собственного управления эту линию как бы от себя самостоятельно. И вот в качестве самостоятельной работы вы можете просто эту задачу решить. Она, в принципе, решается подобно тому, что сейчас я сказал, то есть очень, в общем-то, простым методом, например, самый простой метод, вы нагружаете физическое изображение числа дополнительным смыслом, этот смысл закладываете в цвет. Да, если мы хотим создать развитие следующего события, можем заложить в число, например, там, зеленый цвет или синий и так далее. И тогда мы обеспечиваем в заложенном фрагменте именно будущую линию событий. Тогда вы можете замкнуть систему полностью на себя, и тогда получается, что просто духовное состояние, в котором вы нашли данный метод, это и есть управление. Все-таки основным принципом в управлении является выработка нахождения того духовного состояния, например, в котором, даже если вы не используете там активную технику управления, предположим, или спите, или занимаетесь другим каким-то делом, кроме прямого управления, вы все равно управляете. А это, вообще говоря, осуществляется через состояние. Поэтому возможность перехода именно в адаптированной форме, так скажем, да, это вот можно сказать, что осуществляется через состояние. То есть это достаточно понятно, что если человек находится в определенном состоянии, которое характеризует какой-то устойчивый процесс, то в принципе он может кроме этого заниматься какими-то там делами, которые соответствуют просто обычной практике, например, бытовых дел. И в задачах управления очень важно и является иногда достаточно часто нужно делать так, чтобы это являлось как бы условием управления, что управление не должно часто выходить за уровень, например, специальных каких-то концентраций, специальных очень интенсивных технологий, например, развития сознания. Ведь если говорить о том, что управление должно, управление должно быть таким, что в любом состоянии вы должны суметь по минимуму хотя бы спрофилировать макрокатастрофу. Тогда получается, принцип выхода из обычного состояния в некое там специальное состояние концентрации это какое-то время. И в общем-то выход в систему специальной концентрации это тоже специальный человек, на который опять требуется какое-то еще дополнительное время. Следовательно, надо уметь работать по возможности из обычного состояния сознания, то есть как бы даже между делом, то есть занимаясь какими-то совершенно там обычными, например, бытовыми делами, уметь всегда видеть ту структуру, пусть даже, может быть, не очень интенсивного свечения, которая является точкой управления. И вот в качестве самостоятельной работы постарайтесь выделить эту структуру. Просто там существует некий такой вариант, что когда вы входите в структуру обычного состояния, сознания, когда решаются, казалось бы, обычные бытовые, в том числе, дела,
то точка управления такова, что вы просто заметите, что вам все равно придется из нее строить свои, даже те события, которые являются как бы бытовыми. И вот здесь вот заключается на самом деле основная практика управленца, который вот ставит перед собой задачу именно макроспасения, системное, вечное, гармоничное развитие. Любой фрагмент развития является управлением. Как только вы совместите так называемое бытовое сознание с, например, целью управления, вы посмотрите, что задача на самом деле все та же, просто она как бы исходит из другой фракции сознания, которая, например, называется в большей степени как сознание обычное, то есть не связанное с целевой задачей регулирования. Тем не менее, этот фрагмент все равно является таким, что в любом случае вам надо как бы уже оттуда, в данном случае я говорю о том, что вы закладываете от себя информацию, а вот когда вы рассматриваете управление с точки зрения так называемой бытовой фракции сознания в вашем восприятии, вы работаете через эту фракцию к себе. И в науке этот процесс очень понятен, считают, что другие люди, которые занимаются бытовыми задачами, они, например, решают только свои задачи текущие, мы попадаем в эту фракцию восприятия. Поэтому лучше выявлять среди людей, которые вас окружают, именно опорные точки, где они решают все-таки макрозадачи. И работать лучше по возможности, когда есть возможность, на той интенсивности, которая просто вам нужна. И по возможности, если нет такой просто необходимости целевой или аналитической, можно не использовать фракцию, ту фракцию, которая является как бы граничной, именно фракцию бытового сознания. Поэтому в качестве самостоятельной работы посмотрите, что есть управление через бытовое сознание, какие структуры приходится в любом случае строить даже через фракцию бытового сознания, и при этом просто приходится делать дополнительную работу. Вам можно находиться в том состоянии, в которое наиболее вам привычно с точки зрения макро, например, управления, и делать просто обобщенный анализ и делать управление как информативное управление. То есть не обязательно работать через структуру бытового сознания. То есть посмотрите, что есть управление через обобщенную структуру бытового сознания в качестве самостоятельной работы. Именно посмотрите механизм все-таки построения, еще раз к этому возвращаюсь, механизм построения информации, перед собой, вокруг себя. То есть каждый элемент действия это есть управление, но уже через эту фракцию. Тогда получается, что такое управление на самом деле оно более нагружено, что ли, технологичностью, приходится делать дополнительные системы переходов, но тем не менее это управление, оно все-таки дает возможность передачи информации на определенный уровень, но как правило это короткие системы передачи импульсные, и передача все-таки информации более широко, это то состояние, которое наиболее для вас оптимизировано. Это может быть система управления по макрорегулированию, может быть специальное творческое состояние. То есть по возможности на уровне духовного принципа управления вырабатываете на достаточно тонком уровне все-таки свое собственное управление, свое собственное состояние. И если все-таки вы хотите сделать анализ обобщенный, как лучше передать с точки зрения, сознания бытового, все-таки посмотрите по возможности в бытовом сознании, где люди делают опорное управление. Потому что все люди, они это управление явно или неявно совершают, и опорные точки где-то существуют. У каждого человека, в системе каждого восприятия каждого человека. Поэтому передать на самом деле можно и очень сложно, но тогда надо выходить на эти более интенсивные точки, где идет макрорегулирование в пределах их бытовых действий. Или можно передать одно и то же очень, например, просто, но тогда входить в следственную систему так называемого бытового сознания. То есть в системе переходов существует и передач существуют такие принципы в системе организации коллективного сознания, когда вам надо либо выбирать работу однотипную другого человека, который, может быть, явно не воспринимает, а на уровне системы, что существует связь с любой информацией, любой, все равно эту работу каким-то образом делает, и подключаться к этой точке, тогда, соответственно, уровень будет у вас передачи, может быть, даже очень сложный, но будет все равно все понятно. Или же, например, использовать, что является больше логической частью бытового сознания, тогда вам придется строить много переходных уровней и достаточно много
ну, как бы описывать, очень много как бы упрощать. На самом деле не всегда это получается как упрощение, иногда часто как усложнение в целях как бы управления. И тем не менее такой вариант тоже нужно отрабатывать, если какой-то промежуточный есть смысл отработать, значит отрабатывайте, но по возможности занимайтесь именно все-таки как можно более детализированным, как можно более как бы пролонгированным, далеким, рассчитанным на всех уровнем передачи технологий, где каждый человек может реально спрофилировать там макрокатастрофы и обеспечить за счет развития собственного сознания вечное развитие, и причем гармонично. Вот, на сегодня, то, что я говорил в прошлой лекции, я на сегодня рассказал в той части, в которой я закладывал еще, вообще говоря, во многих смыслах еще в прошлой лекции, то есть как бы пересечение двух однотипных лекций с разными, может быть, подходами в определенных частях. То, что вот в виде обращения существует, я проработаю в течение 2 дней, то есть сегодня и завтра с 22 до 23 вечера я буду работать по всем обращениям. По возможности, значит, в это время, если не обязательно как бы специально как-то сосредоточиться, но если есть возможность, можете в виде там мысленного изложения как бы повторить то, что написано здесь. В качестве, как бы следующего уровня, что ли, таких вот рассчитанных на конкретное обращение, в данном случае все-таки я провожу это целевое управление по конкретной, в первую очередь, обращению. То, что я, например, сегодня говорил, это касается конкретных обращений на данных листах, или там мысленно, не обязательно на листах. Затем я делаю обобщение на как бы унифицированную систему управления и плюс передача данных, как бы, знаний, когда вы сможете эти знания передать как можно шире. Вот сегодня структуризация лекции, она в таком виде происходит. Сейчас будет такая технология продолжения сегодняшней встречи, что сейчас будут представлены доклады, которые связаны с технологиями, в том числе макроспасения, технологиями реализации структурного обучения. И так что, я думаю, мы просто, видимо, продолжим, да, судя по времени.